Боеготовность любой армии мира зависит от многих факторов. Это и подготовка личного состава, и морально-психологическое состояние бойцов, и подготовленность командиров самых разных уровней. Немаловажным фактором здесь, конечно же, становится и укомплектованность личного состава специальным снаряжением. Именно поэтому гуманитарный батальон «Новороссия» после видеообращения в ролике военного корреспондента нашего телеканала «Совы» от командира роты одного из подразделений армии ДНР Терека решил помочь бойцам. Несколько дней назад в расположение роты со склада гуманитарного батальона были доставлены тактические перчатки, камуфляжная форма, разгрузочно-тактические системы, рации и многое другое. Разгрузки, кстати, для большего удобства бойцов были выбраны ременно-плечевого типа. Среди прочих преимуществ перед разгрузками другого типа, в таких разгрузочных жилетах, к примеру, удобнее передвигаться в положении лежа в условиях боя. Ведь, как известно, карманы у таких разгрузок находятся сзади и сбоку. Хочу сказать спасибо людям, которые слушали мои пожелания, даже не мог представить, что некоторое время назад, зимой, когда я просил о том-то и о том-то, в таком-то качестве, что так вдумчиво народ посмотрит, люди добрые, да, не безразличные, и сделают так, как я даже представить не мог. Вот как должен выглядеть солдат. И если это есть на фашистской стороне, почему наши ребята, защищающие Донбасс, должны как обморыши, непонятно в чем, непригодном, воевать? Значит, вот эта разгрузка по образцу спецназа ГРУ напоясного ношения, чрезвычайно крепкая, удобная. Это ж невероятно. 8 рожков. Что такое рожки? Это жизнь. Потому что мало рожков, перезарядка, это очень короткий бой. Здесь все удобно, грудь открыта. Может на животе ползти, лежать, стрелять. Автомат, каска, защита. Есть все. Налокотники, наколенники. Армейские, не хоккейные. Значит, дальше. Вот так вот должен выглядеть солдат. Именно так и будет выглядеть. И это большое исключение, редкость. Чтобы целое подразделение было одето по сезону, с полной защитой, со второй кожей, не обдиралось. Потому что очень часто 300-е появляются из-за того, что летят мины. Надо быстро прыгать там в окопы или ползешь через зеленку, колючки, обдирается, все это потом, уж не буду страсти, прямо скажем, загнивает и так далее. Это не считая того, что люди просто болеют и простужаются, потому что нет медицины, нет нормального обмундирования. Если все это есть, если есть вот такие ботинки, если бы такие ботинки у нас были в октябре-ноябре, у нас бы в прежних наших подразделениях сохранилось бы до 50% состава. Вот, сейчас они у нас есть, я надеюсь, что наши бойцы будут здоровы. И все это нужно для чего? Не для того, чтобы красиво выглядеть, а чтобы есть герои, которые вообще непонятно в каком шматье. Но из-за того, что это шматье, а приходится по 3 месяца там, держать фронт, там, то ли там, на Утесе, там, то ли на АГСе, на километровый фронт. И смены им нет, потому что они специалисты, потому что они герои, они там освоили все, как приехали там, с июля, там, или те, кто там раньше воюет там, со Славянска. Вот. Сейчас у них есть все условия для того, чтобы сохранять свое здоровье. Для чего? Не просто так, чтобы бить врага. Все подразделение Терека благодарит гуманитарный батальон «Новороссия», военного корреспондента телеканала «Новороссия» Сову и волонтера из Санкт-Петербурга по имени Андрей за доставленную помощь. Военный корреспондент Ёж специально для телеканала «Новороссия».